Представьте, все было отлично, но вдруг частые позывы, боль и дискомфорт. Что это? Цистит? Сегодня разберемся, что это такое и как с ним бороться. В этом видео я расскажу, как предотвратить, избежать осложнений и жить без боли. Заварите себе чай, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, что такое цистит? Коротко, цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. И чаще всего под термином цистит подразумевается острый цистит. Это самое распространенное заболевание в урологии. Встречается как у взрослых. Ты меня отвлекаешь, сиди там. Не ковыряйся в чужих вещах. Я смотрю возможность этой студии. Чаще всего под термином цистит подразумевается острый цистит. Встречается как у взрослых, так и у детей, как у мужчин, так и у женщин, только у женщин он встречается гораздо чаще. Проявляется учащенным болезненным мочеиспусканием, иногда с примесью крови, гноя, это, конечно, бывает редко, и в некоторых случаях с проявлением температуры субфебрильной. Для развития острого цистита необходимо присутствие определенных бактерий и определенных факторов, которые способствуют распространению болезни. В большинстве случаев воспаление вызывает грам-отрицательные бактерии. Это кишечные палочки в 80% случаев, а также протеи и клебсиала. Вот топ-5 самых частых ошибок, которые допускают пациенты при цистите. Первое. Самолечение антибиотиками. Многие пациенты сразу начинают принимать антибиотики, надеясь от быстрого избавления симптомов. Это как минимум опасно. Это может привести к антибиотикорезистентности. Коротко, антибиотикорезистентность – это привыкание ваших бактерий к антибиотикам, после чего они начинают не умирать, а спокойно жить и существовать вместе. У меня есть подруга, которая долгое время лечилась от цистита и никак не могла излечиться. Она пробовала практически все. Ну, я посоветовал ей сдать анализы на бактериальный посев. Это специальный анализ, определяющий чувствительность бактерий к антибиотикам. И у нее буквально ко всем антибиотикам вышло положительно. И у нее буквально ко всем антибиотикам вышло отрицательно. А потом выяснилось, что она при каждом чихе бегала в аптеку и покупала себе препараты на всякий случай для профилактики. В итоге у нее развилась резистентность. То есть не было практически никаких антибиотиков, которые помогли бы ей, за исключением 2, о существовании которых она даже не догадывалась. Благодаря этому ее бактерии не привыкли к этим антибиотикам. Кроме того, лекарство может не подходить для конкретного возбудителя. То есть это будет банальное, пустое, нерациональное использование средств. Бля, как я это на монтаже буду делать? Вытягивать. Пока пробую, это надо... Набить руки, да? Да, расскажи, я тебе потом скажу. Сильно Нервничаю. лучше надо готовиться. Вопросов никаких нет, но ты, наверное, думал, что так по ходу будет идти, а так не будет идти. Дело не в тебе, в целом это тяжело. Да. Это надо прям учить, заучивать надо. Совет. Только врач может назначить лечение после анализа мочи. Вторая распространенная ошибка – это игнорирование первых симптомов. Частое мочеиспускание, жжение и дискомфорт. Частое мочеиспускание, жжение и дискомфорт часто списывают на проявление простуды или что-то временное. Якобы у людей само пройдет. Но это может быть не так. Таким образом, они теряют золотое время, при котором можно было бы вылечить больного на ранних стадиях. И это может привести к осложнениям, таким как хронический пилонефрит, хронический цистит. При первых признаках цистита обращайтесь сразу к врачу. Недостаточное потребление жидкости. Это может выглядеть контринтуитивно, как будто бы, если принимать больше жидкости, то придется больше ходить в туалет. И поэтому некоторые боятся его пить. Но в реальности это может способствовать тому, что моча становится концентрированной, и бактерии имеют больше шансов воздействовать на вашу слизистую. То есть, употребляя больше жидкости, под другими словами, вы способствуете вымыванию этих бактерий из организма. Совет такой: пейте 1,5-2 литра в день, если нет противопоказаний. Четвертая распространенная ошибка – это применение народных методов вместо лечения. Греть живот, пить травяной чай или сидеть над паром – популярные, но опасные методы. Или курдюк. Тепло может усиливать воспаление, если цистит вызван бактериальной инфекцией. И совет такой: используйте народные средства только как дополнение к основному лечению, которое назначает вам врач. Пятая распространенная ошибка – это прекращение лечения после исчезновения симптомов. Принимая антибиотики через 1-2 дня, вам может показаться, что ваше состояние улучшилось и вы выздоровели, хотя лечение, возможно, было прописано на 5 дней. Тем самым вы способствуете к развитию как раз вот этой антибиотикорезистентности. Недолеченная инфекция может привести к рецидивам и осложнениям.
Поэтому совет такой: всегда доводите лечение до конца. Эти ошибки часто становятся причиной хронического цистита и других проблем. Важно не заниматься самолечением, слушать врача и заботиться о своем здоровье. Как я сижу? Нормально. Вот советы, как распознать цистит на ранней стадии и вовремя обратиться за помощью. Частые позывы к мочеиспусканию. Желание сходить в туалет возникает чаще, чем 8 раз в сутки. То есть ученые-урологи определили необходимую норму, по которому, верхнюю границу скорее, по которому человек может ходить в туалет. Это не более 8 раз в день. И если это увеличивается больше 8, то вам надо искать причину, почему вы ходите так часто. Боль и жжение при мочеиспускании. Ощущение жжения в уретре или какой-либо другой дискомфорт, который возникает при мочеиспускании, это первый признак, почему вы должны обратиться к врачу. В норме мочеиспускание должно быть комфортным и не вызывать беспокойства. Неприятное ощущение внизу живота. Тяжесть, спазм или слабая боль внизу живота – это верные признаки, почему вы должны пойти к врачу. Изменение мочи. Мутная моча, присутствие какого-либо запаха, вообще все, что отличает от того, что было вчера, или когда вы помнили, когда у вас была здоровая моча, это главный признак, почему вы должны пойти к врачу или выяснить, в чем дело. Общее недомогание. Легкая слабость, дискомфорт, реже повышение температуры. Это все может быть признаком цистита на ранней стадии. Когда обращаться к врачу? Если симптомы не проходят через 1-2 дня, какие-либо симптомы в какой-либо болезни, обращайтесь к врачу. Легкий дискомфорт может быть временным, но если дискомфорт сохраняется больше, чем сутки или 2, это сигнал к действию. При сильной боли или крови в моче. Что же делать? Эти симптомы могут указывать на более серьезные заболевания или осложнения. Важный момент – часто рецидивы. Более 2 раз в полгода, или 4 раза в год получается. В норме острый цистит не должен встречаться чаще, чем раз в полгода. И если он встречается чаще, то это повод провести дальнейшее обследование, чтобы выяснить, в чем причина. Беременность. Цистит у беременных может повлиять на здоровье как матери, так и плода, поэтому это считается серьезным основанием для того, чтобы госпитализировать пациента. Советы по самонаблюдению. Следить за количеством мочи и ее внешним видом. Обращайте внимание на частоту позывов и наличие дискомфорта. И если подозреваете цистит, не занимайтесь самолечением. Антибиотики должен назначить врач. Это самый важный совет из всех, которых мы сегодня дали в этом видео. В заключение я могу сказать, что чем раньше вы обратились за помощью, тем легче будет поставить диагноз и быстрее поставить вас на ноги. Задавайте свои вопросы в комментариях. В следующих видео мы обязательно на них ответим. И если это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями. Это поможет спасти их от боли. До свидания.